Один эксперт в нише психологии, имея всего лишь 300 подписчиков на канале в YouTube, забил себе запись с платными консультациями на месяц вперед. И все это благодаря одному ролику, набравшему смешные 1500 просмотров. Никаких танцев в шортс и никаких вложений в рекламу. Сегодня я вам покажу простую и четкую стратегию, как начать продавать свои товары и услуги дорого, даже если ваш канал еще никто не знает. И самое интересное, сегодня я вам покажу, как взламывать алгоритмы через аналитику данных, чтобы заранее уже понимать, какие идеи имеют потенциал к заработку. Сначала определимся, на чем вообще пытаются зарабатывать на YouTube новички. Большинство думают о стандартной партнерской программе YouTube или о рекламных интеграциях. Но для того, чтобы зарабатывать с этого нормальные деньги, нужно иметь миллионы просмотров. А значит, создавать развлекательный контент, конкурировать шоу-бизнесом и постоянно генерировать какие-то хайповые идеи, чтобы попадать в тренды. Для экспертов, психологов, юристов, маркетологов это прямой путь к выгоранию. Единственный стабильный способ для вас – это продажа собственных товаров и услуг, консультаций или инфопродуктов. Здесь у вас полно возможностей. Ну тогда почему у 95% экспертов не получается? Они снимают контент, стараются, вкладываются, но продаж нет. Проблема в том, что они делают контент для совершенно случайных людей. Давайте представим всех зрителей в YouTube в виде воронки. Верхний ряд – это холодные зрители. Большинство психологов снимают видео, как поднять самооценку или что такое выгорание. Это смотрят люди, которым скучно или просто интересно. У них нет острой боли прямо сейчас, а значит предлагать им платные услуги бесполезно. Середина треугольника – это теплые зрители. Они понимают, что у них есть проблема, но еще не готовы за нее платить. Прогревать их долго. Самый низ воронки – горячие зрители. Их мало, но зато у них есть острая боль и деньги. Они готовы платить за решение проблемы. Человек вбивает в поиске панические атаки за рулем после ДТП, как исправить. У него срочная проблема, которую нужно решать. И там как раз окажетесь вы. Секрет в том, что на старте микроканала вам нужно целиться вниз воронки. Ваш канал должен работать как поисковик для горячих зрителей. Вбил в поиск, нашел ваш канал, увидел вашу адекватность и купил консультацию у вас. Здесь у многих авторов возникает страх, а вдруг я сейчас запишу подробное видео, расскажу, как справиться с панической атакой, зритель посмотрит его, сам разберется, ничего не оплатит и уйдет. Это большая ошибка. Наоборот, в своих роликах давайте максимально много пользы. Почему? Потому что YouTube дает только информацию, а люди платят за трансформацию и решение проблемы под ключ. Если вы строители подробно расскажете, как выбрать цемент и его положить, вряд ли человек пойдет сам месить раствор. Он поймет, что вы настоящий профессионал в своей нише и обратится именно к вам. Давая максимум бесплатной пользы в узкой теме, вы строите гигантский уровень доверия между вами и зрителями. Конкуренты, которые льют воду, просто останутся без клиентов, а вы даже сможете поднять цену на свои услуги. И к вам все равно будут обращаться. Звучит логично, просто снимай на узкие боли для горячих клиентов. Но как понять, что болит у людей сегодня? Если вы будете придумывать идеи из головы, то вы снимете видео, которое никто никогда не будет искать. А если вы снимете идею, которую снимают все, то ваше видео также никто не найдет, потому что их уже дофига. Именно здесь большинство и сдается. Чтобы не гадать, нужно анализировать рынок. Для этого я использую сервис Viral Radar. Он помогает искать конкурентов, релевантных для вас, и анализировать их на наличие вирусных публикаций. Причем не только вирусных, но еще и аномальных. Проще говоря, этот сервис вам экономит десятки часов на поиске и анализе конкурентов. То, что вы делали раньше 2 часа, этот сервис делает за 5 минут. Вот давайте на примере продюсеров YouTube я покажу, как это все дело работает. Я вбил в поиск 2 ключевых слова, как набрать подписчиков YouTube и продвижение YouTube. Все, я сохранил для себя уже этих конкурентов, вот YouTube продюсеры, вот 19 штук их. Теперь я беру, сохраняю, экспорт, все, TXT файл у меня появляется. Я за секунду загрузил этот TXT файл на странице анализа, теперь перехожу в настройки, здесь я выберу вирусные публикации, вот это очень интересный пункт. Так, количество публикаций пускай 200 и приоритетный анализ новинок. Ну все, погнали. Все, анализ окончен. Смотрите, мы получаем выборку из 609 публикаций. Здесь причем не просто самые популярные видео или все видео канала, нет, именно вирусные и аномальные, которые выделяются на канале. Представьте просто все это дело искать вручную. Сколько вам часов понадобилось бы, чтобы проанализировать 20 каналов?
И вот всего лишь за минуту-две вы получаете список готовых идей, которыми вы можете вдохновляться. Причем не 3-4 штуки, их здесь сотни. То есть главная проблема у большинства авторов – это неумение подобрать правильную идею, а этот сервис ее решает. Я уже не говорю о том, что вы можете открыть подробнее, посмотреть комментарии, что там люди вообще просят снимать, а также получить транскрипцию видео, чтобы потом это дело закинуть в искусственный интеллект, и он вам придумает сценарий, идеи не на основе его галлюцинаций, каких-то выдумок, а на основе уже проверенной информации. Поэтому вот она ссылка, переходите в Telegram, который я оставлю в шапке канала или в закрепленном комментарии. Там вы получите, очень хороший промокод. Когда вы нашли идеальную идею через аналитику, вам нужно удержать зрителя. Как это сделать? У алгоритмов YouTube есть свои правила, и одно из них, кстати говоря, наверное, самое важное, это хук, крючок, зацепить зрителя в первые секунды. Ошибочно начинается со слов «Здравствуйте, я психолог с 10-летним стажем, сегодня я вам расскажу о том, как…» Короче, вы поняли, что людей нужно заинтересовать с первых секунд, потому что им не важно, кто вы такой, им важно, решаете ли вы проблему, которая у них есть, из-за которой они кликнули на ваше видео, потому что они же выбрали ваше видео по обложке и названию. Соответствует ли содержание ролика вот тому, что вы написали? Как раз благодаря хуку и крючку вы показываете, что все четко и ты можешь смотреть это видео, потому что я здесь дам много полезной информации. Например, вы назвали видео «Как перестать бояться начальника». Начните со слов «Вы боитесь зайти к боссу в кабинет?» Я дам вам четкие 3 методики, которые уберут мандраж за 5 минут. А дальше сама суть. Главное, не лейте воду. Это сильно отталкивает зрителей и снижает удержание. А внутри смысловых блоков делайте микрокрючки, чтобы постоянно поддерживать интерес зрителя. Например, через минуту я вам расскажу о самом неочевидном способе. А если YouTube видит, что у ваших роликов высокое удержание, то почему бы их не продвигать? Еще один секрет микроканалов с большими доходами – не оставляйте аудиторию только на YouTube. Заведите обязательно себе телеграм-канал. Но учитывайте, что не нужно просто дублировать ссылки с YouTube в Telegram. Конечно, делайте это, но должна быть еще какая-то ценность, чтобы люди хотели подписаться на ваш Telegram-канал. Например, вы сняли видео «Как справиться с паническими атаками». И в нем вы можете сказать: переходите в мой Telegram-канал, там я даю чек-лист с 3 упражнениями, как справиться с паническими атаками. И зрители переходят туда. Да, таких будет немного, 10, 20, 50, но зато это самая лояльная и нацеленная на вас аудитория. Это горячие зрители, которым легче всего будет продать товар или услугу, потому что они уже заинтересованы в вас. Вот так вы формируете свою собственную базу, которая будет кормить вас годами. Вам не нужны миллионы зрителей, чтобы зарабатывать миллионы рублей. Вам нужен правильный анализ и понимание своей аудитории. Кстати, вы знаете, откуда я придумал идею для этого видео? Я не брал ее с потолка, и ChatGPT мне не помог. Я проанализировал свою нишу, посмотрел на конкурентов и понял, что есть запрос на монетизацию экспертных микроканалов. Я понял, что эта идея у конкурентов набирает хорошие просмотры и имеет высокую вовлеченность. Вы досмотрели ролик до этой минуты, а значит сервис, о котором я вам рассказал, работает. Перестаньте снимать контент слепую или анализировать конкурентов вручную. Это занимает очень много времени, сил и денег. Когда вы попробуете этот сервис, вы удивитесь, а что так можно было? В закрепленном комментарии в шапке канала вы найдете ссылку на мой телеграм-канал. И в телеграм-канале будет правда жирный промокод на первый месяц использования этого сервиса, чтобы вы попробовали и поняли, насколько он полезен. Кстати говоря, этот промокод действует на первых 100 пользователей. Увидимся, так как мы в интернете.